Гaius достиг наивысшего уровня в гербе созидания, что делает его сильнейшим магом. Но он все равно недоволен, потому что мог бы стать еще могущественнее, если бы у него был четвертый герб ближнего боя. Поскольку невозможно изменить герб, с которым ты родился, Гaius решает переродиться с четвертым гербом через тысячи лет. Наша история начинается с того, что Гaius в возрасте 12 лет отправляется в столицу, чтобы поступить во вторую академию. Он восхищается красотой столицы, когда слышит, как девушка по имени Альма ругается с кузнецом в оружейной лавке. Он заходит в лавку, чтобы подслушать, и слышит, что меч подруги Альмы сломался, когда она пыталась защитить Альму от монстра. Она чувствует себя виноватой и хочет починить меч для подруги, потому что вступительные экзамены во вторую академию будут на следующий день. Но кузнец не знает, как зачаровывать мечи, и отказывается, советуя ей найти кого-то другого. Почувствовав ее отчаяние, вмешивается Матея и говорит, что может зачаровать меч, если кузнец сделает его. Кузнец не верит, что кто-то с четвертым гербом может такое сделать. Видите ли, за тысячи лет, прошедших с эпохи Гaiuса, самый могущественный герб ближнего боя стал считаться самым слабым, и теперь больше известен как герб неудачи. Как иронично. Но у Альмы было хорошее предчувствие насчет Матиаса, и она дала ему магический камень, чтобы он наложил на меч чары. Пока Матиас ждал, когда кузнец закончит ковать меч, в лавку зашла его подруга. Они с Матиасом сразу же понравились друг другу. Она представилась как Лурия Бендрот, и они оба покраснели. Вскоре кузнец закончил ковать меч, Матиас положил его на стол перед ними и взял магический камень. Одним прикосновением меча он наложил на него чары, усиливающие силу и прочность, и сделал его достаточно легким для Лурии, чтобы она могла легко использовать его в бою. Все были в шоке от того, как быстро он наложил чары, особенно без заклинаний. Лурия решила проверить меч, несколько раз взмахнув им, но в итоге разрубила стол пополам, просто коснувшись его кончиком меча. Похоже, чары сработали. На следующий день Матиас встретился с Лурией и Альмой, чтобы сдать вступительный экзамен во вторую академию. Лурия блестяще сдала экзамен по фехтованию, и все благодаря новому мечу. Услышав, что Матиас наложил на него чары, капитан рыцарского ордена Гил решил тоже сдать экзамен. Если Матиас справится с атаками Гила, капитан заступится за него, даже если он плохо сдаст остальные экзамены. Матиас с радостью принял вызов и мгновенно обезоружил Гила. Капитан, ошеломленный, сдался. Следующим был экзамен по магии, где каждый кандидат должен был попасть в 5 мишеней 5 стрелами, используя заклинание. Заклинание – это метод, который может использовать любой, чтобы наложить чары, произнося определенные слова. На самом деле это неэффективный метод, потому что во время произнесения заклинания заклинатель уязвим для атаки и при этом тратит много энергии. Однако по непонятным Матиасу причинам магия без слов считается идеальной для боя, и в эту эпоху символ созидания, который хорошо сочетается с магией без слов, также известен как символ славы. Матиас решает использовать другую стратегию. Его символ ближнего боя, который теперь называется символом поражения, лучше всего подходит для магии без слов и имеет очень маленький радиус действия. Матиас произносит заклинание без слов, которое поражает все 5 целей одновременно, но из-за неточности в его магии также повреждает большую часть школьной территории. Все с восхищением наблюдают за силой магии без слов, которую видят впервые. В любом случае, все трое сдают вступительный экзамен и становятся одноклассниками. На следующий день они присутствуют на церемонии открытия, где директор второй академии Эдуард произносит короткую речь, чтобы подбодрить студентов. А затем выбирает Матиаса из аудитории и просит его зайти к нему в кабинет. Тысячи мыслей проносятся в голове Матиаса, и он готовится к худшему. К его удивлению, директор хвалит его за выдающиеся навыки владения мечом и за заклинания без слов. Он подтверждает подозрения Матиаса, что магия без слов – это утраченное искусство, и что Первая Королевская Академия систематически исключала ее из всего. Директор Эдуард, который хочет возродить ее, просит Матиаса научить студентов магии без слов к межшкольным соревнованиям, чтобы они могли доказать силу этой магии. Матиас демонстрирует свои способности в магии без слов, а затем начинает обучать студентов базовым техникам. Довольно скоро большинство из них осваивают это. Через месяц наступает день межшкольных соревнований. Матиас чувствует присутствие кого-то, чья магическая сила в 10 раз больше, чем у него, и сравнима с силой демона. Он выходит на арену и видит 3 соперников из Первой Академии. Он сразу понимает, что тот, кто стоит посередине, на самом деле замаскированный демон, источник магической силы, которую он почувствовал раньше. У демона даже есть поддельный герб, чтобы казаться человеком. Полный набор, ничего не скажешь. 2 бойца с обеих сторон атакуют первого, но их заклинания слишком медленные, и Матеус побеждает их, используя заклинания без слов. Остается только студент-демон, который настолько
настолько ошеломлен, что активирует свое заклинание, прежде чем притвориться, что произносит его. Зрители замечают это и задаются вопросом, что вообще происходит. Матиас наносит удар мечом по демону, заставляя его взлететь и ответить заклинанием без слов. Он касается демона мечом, одновременно произнося заклинание, и демон раскрывает свой истинный облик. Таким образом, Матиас раскрывает, как демоны проникли в Первую Академию тысячи лет назад и постепенно уничтожали могущественный герб ближнего боя, чтобы люди, их вечные враги, стали полагаться на более слабую форму заклинаний. Пока ученики пытаются эвакуироваться, демон пытается сбежать, улетая, но Матиас отрезает ему одно крыло, прежде чем он взлетает и побеждает демона. Матиаса приглашают во дворец короля вместе с директором Эдвардом, чтобы наградить его за невероятный подвиг, победу над демоном. Матиас просит предоставить ему доступ ко всем ресурсам, найденным в подземельях королевства. Во времена Гаи подземелья были самым ценным достоянием королевства, потому что там хранились драгоценные магические руды и артефакты монстров. Но сейчас, когда магические знания утратили свою ценность, никто не знает, чего они стоят на самом деле. Король дает ему доступ и спрашивает его мнение о внезапном исчезновении избранных королевства магов с исключительными способностями. Матиас догадывается, что все они были замаскированными демонами и сбежали, когда студент из Первой Академии был разоблачен. Поскольку их маскировка раскрыта, Матиас считает, что они готовятся к полномасштабному нападению на королевство, чтобы захватить власть. Он предполагает, что у них есть около 3 месяцев до атаки. Король волнуется, но Матиас уверяет его, что для защиты города нужен магический барьер, который можно создать за месяц совместными усилиями студентов Второй Академии. Он также рекомендует обучать их бессловесной магии. Его Величество соглашается с его идеями и назначает его командующим королевством в борьбе с демонами. Позже Матиас идет в сокровищницу, чтобы найти магические артефакты божественного уровня, необходимые для создания барьера. Один из мечей привлекает его внимание, и, изучив магические узоры на нем, он узнает, что это один из магических мечей, который он создал в прошлой жизни. Он берет его, а также синий кулон, который он создал в прошлой жизни и который увеличивает количество получаемых очков опыта. После того, как он обыскал всю сокровищницу, ему все еще не хватает предметов, и он решает отправиться в подземелье, чтобы найти их. В школе он приглашает Альму и Лури пойти с ним в подземелье, но они не решаются пойти, потому что думают, что будут ему мешать. Альма говорит, что всегда хорошо стреляла из лука, но ей сказали бросить это занятие, потому что оно не сочетается с магией. Но с мечом у нее не очень получается. Матиас решает эту проблему. Он берет лук и зачаровывает стрелу с помощью простой магии, не требующей слов. Стрела попадает в цель, и та взрывается, доказывая, что стрельба из лука может быть полезным боевым навыком. Более того, у Альмы есть способность к быстрой стрельбе, которая, естественно, делает ее очень подходящей для магической стрельбы. Он также убеждает взволнованную Лури, что поможет ей улучшить навыки в магии, чтобы она могла использовать свой дар созидания, который он выбрал, когда перевоплотился. Теперь девочки полны энтузиазма и соглашаются присоединиться к его команде. Трио входит в подземелье, где Матиас тренирует Альму и Лури на первом этаже. Монстры на разных этажах отличаются, но на первом этаже обычно не представляют опасности. Он находит маленького крабоподобного монстра и кладет его на кучу камней, чтобы Альма потренировалась в магической стрельбе. Она успешно зачаровывает стрелу и попадает в монстра с первого раза. Затем он просит ее держать стрелу дольше перед выстрелом и сосредоточиться на траектории полета стрелы. Она следует его инструкциям и выпускает стрелу, после чего замечает еще одного монстра на земле. Стрела меняет направление в полете и попадает в монстра. Матиас объясняет, что это древняя магия, управляемая нитью, и Альме нужно практиковаться, пока она не научится попадать в нескольких монстров одной стрелой. Взволнованная тем, что освоила новый прием, она отправляется исследовать первый этаж подземелья, чтобы добыть магические камни у монстров, которых она убивает, чтобы помочь построить барьер. Как только она уходит, Матиас начинает учить Лури заклинаниям. Первое, что должен знать заклинатель, это как создавать оружие. Матиас разрушает одну из непримечательных стен подземелья, говоря, что все они богатый источник руды. Он учит ее добывать руду из сырья и очищать ее до состояния чистого металла и минералов. Она успешно добывает чистый мифрил и железо. К тому времени, как Альма возвращается с кучей магических камней, Лури уже знает основы создания зачарованных мечей. Довольные их успехами, Матиас решает, что им пора подняться на 10-й этаж, чтобы проверить все, чему они научились. Альма и Лури легко справляются с монстрами, работая вместе. Альма атакует большинство монстров, а Лури помогает ей, делая стрелы. Однако настоящее испытание начинается, когда появляется свирепая собака-убийца. Альма промахивается несколько раз, и монстр собирается наброситься на нее, но Лури спасает ее, создавая между ними огненную стену. Альма приходит в себя, наносит удар по лапе, а затем по шее монстра и убивает его. Матиас хвалит их за быстрый прогресс и хорошую командную работу и создает для них безопасное место для отдыха. А сам он отправится на 25-й этаж, чтобы добыть адамантитовую руду, необходимую для барьера. Услышав это, Альма не верит своим ушам,
потому что дальше всех заходил только отряд из 30 человек под предводительством Гая, бога магии, и они были на 23-м этаже. Матиас удивляется, что у человека, которого он встретил, такое же имя, как у него, но списывает это на совпадение. Он спускается на нижние этажи, пока не находит камни с адамантитом. Внезапно он чувствует присутствие сильного монстра и догадывается, что это должно быть босс этажа. Считая это своим первым испытанием с навыком ближнего боя, он бросается на монстра. Он расчищает путь, чтобы монстр мог подойти к нему, и тот чувствует его приближение сзади и едва успевает увернуться. Монстр — это змеевидный ящер, агрессивный монстр с мощными выпадами и ядовитым укусом, который может разъедать даже камни. Матиас сражается с ним лицом к лицу, но его меч едва оставляет царапины на прочной чешуе. Наконец, он разбивает магический камень, чтобы выпустить облако магической энергии, которую собирает в своем мече, чтобы нанести мощный удар, уничтожающий ящера. С мертвым монстром на буксире группа покидает подземелье, направляется в одну из городских гильдий, чтобы продать голову монстра и магический камень. Хотя магический камень монстра больше, чем все, что видели в городе, он недостаточно велик для барьера Матиаса. Гильдия платит им большое вознаграждение в размере 750 золотых монет за товар, которое Матиас делит поровну между ними тремя. Разговаривая и гуляя по городу, он чувствует, что два демона направляются к Академии. Один из демонов относительно слаб, а другой сильнее, чем тот, с которым Матиас сражался на межшкольных соревнованиях. Они планируют перехватить демонов. Прежде чем они доберутся до Академии, Матиас сражается с более сильным, а две девушки с более слабым. Матиас атакует первым, но это не срабатывает, потому что у него недостаточно магии, чтобы победить их. Поэтому он использует заклинание демона, чтобы подчинить его себе. Он притягивает демонов вниз, пока они не оказываются достаточно близко, чтобы Альма смогла поразить более слабого демона. Она использует зачарованные стрелы, которые замедляют его. Раздраженный, более слабый демон отделяется от остальных и переключает свое внимание на двух других. Более сильный демон использует заклинание широкого радиуса действия, от которого невозможно увернуться. Но Матиас разрушает его, используя заклинание на его слабое место. Демон ошеломлен, потому что впервые в его жизни человек смог победить его в этом бою. Матиас использует свой бесчисленный боевой опыт из прошлой жизни, чтобы сразить демона мечом. Демон решает отступить, но Матиас накладывает на него заклинание, которое обращает магическую энергию хозяина против него, и демон становится беспомощным. В качестве последней меры он пытается использовать заклинание, которое может убить его, но Матиас останавливает его. Не видя другого выхода, демон признает свое поражение. Тем временем Альма и Лури тянут время, постоянно стреляя в более слабого демона и используя его время на восстановление, чтобы отступить. Когда Матиас расправляется со своим демоном, он идет им на помощь. Увидев, что его более сильный сообщник побежден, демон принимает разумное решение убежать. Поскольку Матиас не может догнать его, Альма стреляет стрелой, которая отрубает одно из его крыльев, и он теряет высоту. Матиас отрубает другое крыло, заставляя демона упасть на землю. На следующий день король приглашает всех троих во дворец, чтобы похвалить их и исполнить их желания в благодарность за их храбрый поступок. Матиас снова просит больше темниц, а Альма и Лури принимают денежное вознаграждение. Пока король разглагольствует о каких-то бесполезных вещах, Матиас встает и требует, чтобы самозванец, находящийся в зале суда, показался. Когда никто не появляется, он произносит заклинание, и в потолке открывается дыра, из которой доносится крик, который король узнает. Это был крик Эльхарта, бывшего избранника. Он объясняет, что демоны установили там магическое устройство, позволяющее им следить за залом суда издалека. Он даже может определить координаты их убежища, которое находится в деревне, разрушенной демонами много лет назад. К сожалению, деревня находится слишком далеко, чтобы они могли добраться туда за разумное время, а Матиас еще недостаточно силен, чтобы использовать магию телепортации. Он придумывает другой способ добраться туда, но держит это в секрете от Альмы и Лури, которых он тащит в горы. Они замирают, увидев живого дракона, но Матиас собирается использовать его как средство передвижения. Он просит его отойти, пока он будет с ним договариваться. Это дракон Айрис, самый темный дракон, с которым он сражался в прошлой жизни, но с которым они стали союзниками, когда она сдалась. Сначала Айрис не узнает его и приказывает ему убираться из ее владений, иначе она сожжет его дотла. Он продолжает идти к ней, и она выпускает огненное дыхание. Матиас рассеивает его, ударив по уязвимому месту, и говорит, что он воскресший гей на языке драконов. Как только она понимает, что это он, она немедленно извиняется и молит о пощаде. Он уверяет ее, что он здесь только для того, чтобы попросить ее о помощи, но Айрис говорит, что она больше не может летать из-за своих изодранных крыльев. Она объясняет, что после исчезновения Гая взорвался один из гигантских магических реакторов в Человеческом королевстве, что привело к другим взрывам реакторов, отбросившим людей назад, в каменный век.
Это объясняет, почему люди потеряли весь свой прогресс в магии. Матиас использует магию зачарования, чтобы сохранить свои крылья, достаточные для выполнения этой работы, но она не идеальна, потому что герб творения идеально подходит для зачарования. После этого они переходят на человеческий язык, чтобы Альма и Лури могли его понять. В восторге Айрис совершает свой первый полет за 5000 лет, чтобы доставить группу к месту назначения. Довольно скоро они добираются до деревни, и Мэтьюс находит дом, в котором прячется Элхард. Когда они войдут, в доме никого не должно быть видно, потому что Элхард использует заклинание поглощения, чтобы стать невидимым. Однако они находят его местонахождение, обнаруживая его магическую энергию, и Матиас снимает свое заклинание сокрытия. Элхард переходит в атаку, но Матиас продолжает уклоняться от его ударов, в то время как Альма непрерывно бросает в него стрелы. Элхард думает о стрелах как о простой помехе, пока не замечает, что его движение становится все медленнее и медленнее. Оказывается, стрелы, которыми пользовался Альмо, были зачарованы Лури магическим токсином, который лишает демона магической энергии. Разозленный тем, что группа крошечных человечков избивает его, он использует зверство, демоническое заклинание, которое значительно увеличивает его силу, но заберет его жизнь, как только вся его магия иссякнет. Использованный. Матиас использует заклинание иллюзии, чтобы заставить демона напасть на проекцию Альмы и Лури и тем самым нанести ему огромный магический урон. Альма выпускает последнюю стрелу в голову демона, и Эльхард повержен. После этого он говорит Альме и Лури, чтобы они ждали его в небе вместе с Айрис, пока он сражается с гораздо более сильным противником. Как только они оказываются на безопасном расстоянии, он разбивает 3 магических камня, высвобождая их энергию, и призывает демона, которого почувствовал раньше. Они начинают сражаться, и демон отрубает Матиасу руку. Но это было частью плана Матиаса. Перед боем он наложил на свою руку заклинание восстановления и анализа. Это позволяет ему вернуть руку и получить информацию о магии демона. Это позволяет ему уклоняться от всех его атак и подойти ближе к демону, после чего он ранит демона мечом. Почувствовав угрозу, демон использует заклинание, похожее на Атроцитус, но оно не убивает его. Матиас уже проанализировал его магию и легко нейтрализует заклинание и все остальные его атаки. Рана, которую Матиас нанес демону, тоже зачарована, и она начинает поглощать всю магическую энергию вокруг них. Он разбивает магический камень, и вся его магическая энергия устремляется в тело демона, вызывая взрыв. В результате взрыва появляется столб драконьей жилы, мощный источник энергии, который демоны намеренно спрятали в заброшенной деревне. Матиас догадывается, что они планировали использовать его, чтобы выпустить на столицу тысячи монстров, но взрыв, к счастью, отбросил их на несколько миль от города, дав им время вернуться и подготовиться к атаке. Ирис возвращается в академию в человеческом обличии, и Матиас просит зачислить ее в студенты. Директор соглашается, но только если она сдаст вступительный экзамен на 47 баллов из 50. Она еще не привыкла к человеческим нормам поведения, поэтому с треском проваливает письменный экзамен. На экзамене по фехтованию она вступает в бой с рыцарем по имени Гвил. Она еще не привыкла к своему новому телу и роняет меч, а потом наклоняется, чтобы поднять его, и в этот момент Гвил нападает на нее. Она небрежно останавливает его взмах, схватив меч голыми руками, а затем замахивается мечом, как бейсбольной битой, и Гвил отлетает к крыше здания. Затем идет экзамен по магии, где она должна поразить все 5 мишеней. Ирис заряжает свое заклинание, которое, как предсказывает Матиас, будет слишком сильным, и создает барьер. Когда она наконец выпускает его, вся территория школы оказывается уничтожена, включая 5 мишеней. Миссия успешно провалена. Директору ничего не остается, кроме как принять студентку с невероятно мощной магией. Вторая академия отстает и собирает весла, необходимые для барьера, так как большинство студентов, специализирующихся на магии, учатся в Первой Королевской академии. Между двумя академиями давняя вражда, поэтому высокомерный директор Первой академии вряд ли согласится помочь. Как и ожидалось, директор отказывается признать силу Второй академии, полученную на межшкольных соревнованиях, и считает, что они слишком слабы, чтобы помогать. Матиас предлагает провести еще одно соревнование, в котором обе стороны могут выставить столько участников, сколько захотят, а проигравший будет делать все, что прикажет победитель. Директор Первой академии соглашается только при условии, что Матиас не будет участвовать. Он соглашается на эти условия. В день первого испытания академия отправляет большую группу своих лучших студентов, в то время как Вторая академия отправляет только 5 студентов, ни у одного из которых нет знака академии. Высокомерный директор говорит, что они легко победят, и приказывает начинать. Все студенты Первой академии начинают читать заклинание, но оно такое длинное, что 5 студентов из Второй академии легко побеждают их с помощью бессловесной магии. Король, который тайно наблюдает за происходящим, арестовывает Первую академию за измену, потому что они продолжают использовать заклинания, несмотря на его приказ перейти на бессловесную магию. Теперь, когда Первая академия отстранена, король приказывает студентам Первой академии помочь Второй академии
академии и изучать бессловесную магию. Переход проходит гладко, и студенты первой академии с радостью соглашаются. Похоже, они тоже ненавидели своего директора. Пока студенты добывают мифриловые руды в подземельях, Матиас со своей командой и Айрис спускаются глубже в поисках монстра, который даст им магический камень диаметром 60 сантиметров для создания ядра барьера. Он также использует эту экспедицию, чтобы проверить, сможет ли Айрис адаптироваться к своему новому телу и стать полезной в их команде. Он решает призвать сильного зверя с помощью магического камня. Он просит Айрис медленно наполнить камень магией, но Айрис понимает медленно по-своему и призывает дракона, который оказался сильнее, чем ожидал Матиас. Айрис отвлекает дракона, ругаясь на драконьем языке и время от времени нанося ему удары. Тем временем Матиас расставляет вокруг дракона несколько магических кругов. Как только он готов, он приказывает Айрис спровоцировать дракона, чтобы тот выпустил огненное дыхание. Ее подразнивание действует, и дракон выпускает пламя, а Айрис пытается убежать. Матиас активирует магические круги, которые создают мощное заклинание, меняющее направление дыхания дракона и наносящее ему самому урон. Дыхание дракона попадает прямо в него и превращает в пепел. Айрис приносит им большой магический камень. Теперь, убедившись, что она ценный союзник, Матиас приглашает ее присоединиться к их группе. Он учит ее использовать свое человеческое тело, тренируясь передвигаться по неровной поверхности и одновременно защищаться от стрел Альмы. Он также повышает уровень Лури, создавая новое снаряжение, чтобы она могла сделать ему хороший меч. Как только она научится зачаровывать оружие несколькими заклинаниями, она создает новое для каждого члена группы. Оружие достаточно сильное, чтобы дробить камни. Кажется, что у Матиаса все идет по плану. Его группа быстро развивается, все больше людей осваивают бессловесную магию, и скоро будет построен барьер, защищающий королевство от демонов. Когда все будет готово, он планирует покинуть город, чтобы продолжить свои дела. Наконец наступает день строительства барьера. Матиас чувствует сильное магическое присутствие над второй академией и понимает, что демон собирается атаковать академию с помощью телепортационной техники, называемой магической дорогой, до того, как будет построен барьер. Но у него заняты руки, он строит барьер, поэтому просит Альму и Лури отвлечь демона. Как и ожидалось, из портала появляется демон и атакует всех студентов мощным огненным заклинанием. Студенты создают магический щит, чтобы защититься, пока Лури пытается начертить магический круг. Все ее попытки заканчиваются неудачей, пока у нее не остается последний магический камень. Она видит, как ее одноклассники изо всех сил стараются защитить ее, пока она не закончит заклинание, и это придает ей сил. Она успешно создает магическую стрелу, которую хочет использовать. Альма стреляет в демона, попадая ему прямо в грудь. В момент его слабости студенты используют заклинание, чтобы победить его. Но из портала начинают появляться новые демоны. Кажется, что людям не справиться, но тут появляется Матиас, закончив подготовку барьера. Он в одиночку побеждает всех демонов, и студенты радостно приветствуют его. Как только с демонами покончено, Матиас активирует барьер, поместив последний магический камень на место. Красивое переливающееся сияние окружает королевство, защищая людей от опасности. Но их работа еще не закончена. Помните колонну с драконьей жилой? Монстры, вызванные Анной, наконец-то добрались до королевства, и студенты должны избавиться от них, пока они не напали на близлежащие деревни. Студенты справляются с первой волной демонов, но отряд Матиаса приходит, чтобы уничтожить вторую волну более сильных демонов. Последняя проблема – это пустота, монстр, который растет, пожирая других монстров. Но это не проблема, потому что Матиас кормит его магическими камнями, чтобы он рос еще больше и чтобы потом можно было получить больше ресурсов. Конечно, Матиас убивает его несколькими ударами своего зачарованного меча и отрубает ему голову. Теперь, когда Матиас разобрался со всеми угрозами королевству, он хочет покинуть академию, чтобы найти больше драконьих столпов. Директор предлагает оставить его в списке студентов как стипендиата, чтобы он мог воспользоваться помощью академии, если у него возникнут проблемы. Он также предлагает стипендию членам команды Матиаса, если они решат присоединиться к нему в его приключениях. Студенты прощаются с ними, и команда отправляется в путь. Матиас и его команда отправляются в путешествие, и девушки очень рады впервые покинуть столицу. Их первая остановка – город Мелькия, построенный на вершине подземелья. Матиас потрясен, узнав, что город был построен над подземельем, потому что во времена его молодости такого не было, и он сомневается в его безопасности. Ли и Альмус говорят, что дорога до города займет несколько дней, но Матиас и Айрис говорят, что это не так уж далеко, если идти через лес. Льюри нервно говорит ему, что в лесу обитают монстры, сильные и умные.
Но вместо того, чтобы напугать Матиаса, эта информация вызывает у него еще большее желание пройти через лес. Они входят в мрачный лес, и, к их удивлению, вокруг них нет монстров. Команда решила устроить привал, но Матиас предлагает воспользоваться случаем и поесть свежего мяса и отправляется на охоту. Он далеко от девушек и чувствует, что в лесу полно монстров, но они передвигаются организованно, как будто ими кто-то командует. Матиас понимает, что за ними следует разумное чудовище, и предсказывает, что оно нападет на него следующим. На него нападает лунный монстр Джая Б, но Матиас убивает его и приносит девушкам. Они боятся монстра, и Матиас говорит им, что он не был ни сильным, ни умным, чтобы доставить им неприятности. Затем он приносит тушу гигантского кабана. Он добывает мясо и объявляет, что это будет их ужин. Лури использует свои способности, чтобы превратить землю в железо, а Альма идет за травами для приправы, пока Айрис рубит дрова. Альма возится с готовкой и случайно устраивает взрыв, когда разделывает тушу, а потом варит суп из сточных вод, который вы с Айрис не можете есть. Но мясо вкусное, и наевшись, они отправляются в Мелькийский город, и ни одно чудовище не приближается к ним, потому что их босс уже побежден. Они добираются до города подземелья после заката и видят, что он мрачный и почти пустой. Рядом с ними загорается магический фонарь, но он испускает странные магические сигналы. Матиас понимает, что он питается напрямую от драконьей жилы, а не от обычного магического камня, и это не самая передовая технология. Продавец фруктов предупреждает их, чтобы они держались подальше, потому что фонари часто взрываются и уже стали причиной нескольких смертей в городе. И действительно, фонари внезапно взрываются прямо у них на глазах, и Матиас с друзьями едва успевают отскочить. Лури ругает продавца фруктов за то, что он создал что-то с такими смертельными изъянами, но тот говорит, что это приказ лорда, и он ничего не может поделать. Мужчина объясняет, что раньше они использовали магические камни, но нынешний правитель запретил их использовать в городе, так как они являются самым ценным экспортным товаром. Матеус спрашивает торговца, несет ли правитель ответственность за плачевное состояние города, и узнает, что тот отправил большинство искателей приключений на 10-й этаж подземелья, чтобы сразиться с могущественным монстром, поэтому город выглядит таким пустым. Матиас говорит, что правитель, похоже, некомпетентный болван, и его решения вредят городу. Он решает, что сначала им нужно пойти в гильдию, где они видят объявление, в котором говорится, что для входа в подземелье нужно разрешение. Однако, когда они приходят в гильдию и спрашивают о разрешении, администратор советует им не ходить туда, потому что разрешение выдает сам правитель. Все, у кого есть разрешение, фактически становятся его приспешниками и должны выполнять любые абсурдные поручения, которые он им дает. Она объясняет, что задания часто бывают опасными и безрассудными, и всегда есть жертвы. Матеус и его команда не обращают внимания на ее слова, и, несмотря на предупреждения администратора и презрение раненых людей, все равно просят разрешения. Прежде чем они успевают подать заявление, в гильдию вбегает женщина и спрашивает, есть ли кто-нибудь, кто умеет лечить магией. Потому что много искателей приключений вернулись сильно ранеными. Матеус без колебаний вызывается помочь. Он идет в медицинский пункт и видит, что там много раненых в критическом состоянии. А помочь им некому, ни инфраструктуры, ни целителей. Матиас в ярости и спрашивает, почему в городе искателей приключений нет целителей, и узнает, что большинство из них были изгнаны нынешним лордом, потому что он считает их бесполезными. Матиас полон решимости спасти всех здесь. Он анализирует магическую энергию каждого, чтобы определить тяжесть их ран, и расставляет таблички с номерами в порядке тяжести ран. Он планирует лечить их в порядке уменьшения тяжести ран с помощью своей команды. Однако медики пытаются прогнать его, потому что не могут позволить себе потерять искателей приключений из-за какого-то мальчишки с клеймом неудачи. Матиас доказывает свою уверенность, исцеляя самого тяжело раненого искателя приключений. Это быстро их затыкает, и Матиас просит их помочь ему спасти всех искателей приключений. Совместными усилиями они исцеляют всех искателей приключений после долгой ночи, проведенной за исцеляющими заклинаниями. Матиас измотан, но рад, что никто не умер. Главный медик спрашивает, не был ли он случайно известным целителем, но Матиас отрицает, что он важная персона, и говорит, что без помощи всех остальных он ничего не смог бы сделать. Медик благодарит его, и Матиас спрашивает о предыдущем лорде и о том, как был назначен его преемник. Он слышал, что предыдущий лорд был достойным правителем, и хочет знать, почему его внезапно заменил некомпетентный глупец. Медик говорит, что предыдущий лорд внезапно умер во сне, и никто не знает точной причины смерти. Матиас предполагает, что лорда убили демоны, и один из них занял его место. Он думает, что, возможно, демоны изначально планировали построить город над опасным подземельем, и решает выяснить, что они задумали.
Заселившись в комнату, Матиас пишет письмо ректору, чтобы его отправили королю. Девочки читают письмо, в котором говорится только об их домашнем задании, но это лишь прикрытие. И Матиас использует специальный ящик с двойным дном и другими магическими приспособлениями, чтобы передать настоящее сообщение о том, что происходит в мелкие. Он подозревает, что письма, отправляемые из мелкие, должны проверяться, поэтому новости о происходящем здесь не доходят до столицы. Альма предлагает отправиться в столицу лично, чтобы поговорить с королем, но Матеус считает, что важнее разобраться с тем, что происходит в подземелье. У них есть разрешение, и он планирует увидеть монстра, который сегодня ранил столько людей. Все ложатся спать, и пока Эрас и Альма спокойно спят, Матиас и Лури слишком смущены, чтобы заснуть. Они думают только о том, как будут делить комнату, и слишком нервничают, чтобы отдохнуть. К тому же Эрас и Альма пугают их, разговаривая во сне. На следующее утро Матиас чувствует себя нормально, а Лури выглядит изможденным. Затем группа спускается в подземелье для быстрого осмотра и оказывается перед огромными железными воротами. Матиас говорит, что ворота выглядят крепкими, но сильный монстр легко их сломает, и раз демонстрирует свою чудовищную силу, открывая ворота. Они заходят в подземелье и возвращаются с черепом монстра, которого девушки и Айрис убили своим огненным дыханием. Администраторша в шоке, ведь это был сильный монстр, который ранил и убил многих искателей приключений в городе. Она говорит, что они получат награду только после того, как лорд проверит это и напишет ему письмо с отчетом об убийстве. И что девушки очень сильные, а парень всего лишь лекарь, который не участвует в боях. Матиас заглядывает в отчет и позволяет ей дать лорду ложную информацию. Партия продает остальное, что они добыли, чтобы купить еды. Тем временем лорд получает отчет и решает разобраться с партией, которая победила сильного монстра. За ужином Матиас хвалит девушек за то, что они стали сильнее и доказали, что могут работать в команде. За ними наблюдают несколько человек, и Матиас это замечает. Когда партия выходит из ресторана, за ними продолжают следить, и Матиас понимает, что их послали люди лорда, который решил действовать после того, как они победили монстра. Матиас меняет маршрут и с помощью телепатии сообщает девушкам, что за ними следят люди лорда. Они скрывают свое присутствие, чтобы проверить намерения преследователей, а потом появляются позади них, притворяясь, что заблудились и не знают, как добраться до гостиницы. Преследователи говорят им, куда идти, даже не спросив название гостиницы, и это выдает тот факт, что они следили за ними. Когда их раскрыли, головорезы схватили Матиаса в заложники, угрожая убить самого слабого члена их группы, если они не согласятся служить лорду. Матиас подыграл им, и они поверили, что он простой лекарь, самый слабый из них. Они смеялись и говорили, что их группа станет рабами лорда или погибнет. Матиас велел Айрис победить их без оружия, и она спокойно подошла к ним. Головорезы думали, что у нее нет шансов, и один из них ударил ее металлической дубинкой, но она легко отбила удар руками. Айрис победила всех бандитов, вырубив их. Матиас освободился и наложил на них заклинание, чтобы проверить свои подозрения насчет лорда. На следующее утро Матиас получил сообщение от королевского посланника и сказал своей группе, что им нужно немедленно отправляться в путь. Они пошли на встречу с посланником в подземелье, и только Матиас смог почувствовать его присутствие и позвать их. Посланник представился как Айк и сказал, что ему приказали скрываться, пока Матиас его не найдет. Айк сказал, что он пришел с приказом короля арестовать лорда Мельхии. Матиас получил право арестовать лорда под присмотром Аче. Матиас был благодарен за этот приказ и собирался арестовать лорда при первой же возможности. Благодаря заклинаниям слежения он определил местонахождение лорда в доме на окраине города. ЭГГ знает, что дом лорда хорошо охраняется и хочет позвать рыцарей на подмогу, но Матиас говорит, что их команда достаточно сильна, чтобы справиться с этим. Они впятером приходят к дому и видят, что там подозрительно тихо. Ворота были закрыты, и снаружи никого не было. Матиас использует свои поисковые заклинания и обнаруживает, что внутри их ждут головорезы, но он думает, что лорд каким-то образом узнал об их плане и усилил свою защиту. Айк считает, что сейчас арестовывать лорда слишком опасно и предлагает вернуться, но Матиас говорит, что они ворвутся через главный вход. Они врываются в дом через парадную дверь, и их встречают головорезы, которые думают, что они попали в ловушку. Они недооценивают их, потому что их всего 5, и атакуют их множеством заклинаний, но Лури блокирует их щитом. Матиас хвалит ее, говоря, что скорость ее заклинаний значительно возросла. Затем он одним заклинанием вырубает всех головорезов. ЭГГ думает, что лорд должно быть прячется на 2-м этаже, но Матиас чувствует его магическую ауру в подвале. Ларри говорит, что в планах здания нет подвала, и это должно быть секрет. Он легко находит потайной вход за картиной, и перед ними появляются ступеньки в подвал.
Когда Матиас и его команда спускаются по лестнице, лорд в своей тайной комнате удивляется, почему снаружи так тихо. Его помощник предполагает, что головорезы должно быть уже побеждены, но лорд не верит, что кто-то мог так легко их одолеть. Однако он все равно решает быть осторожным и планирует воспользоваться тайным ходом, чтобы выбраться на поверхность. Но тут в его кабинет заходит Матиас и говорит, что больше не пойдет по тайному ходу. Лорд не знает, кто он такой, и спрашивает своего помощника, чей это сын. Но когда Матиас спрашивает, не он ли послал людей убить его, не зная его в лицо, лорд встает. Матиас зовет своих товарищей, и лорд думает, что это его шанс. Он говорит, что для целителя было бы ошибкой находиться вдали от охраны, и приказывает своим головорезам напасть на него. Головорезы врываются в комнату со всех сторон, но Матиасу достаточно одного движения, чтобы победить их всех. Лорд ошеломлен, увидев, что Матиас не целитель, а затем Эге выходит вперед и показывает ему приказ короля арестовать его. Лорд отказывается признавать власть какого-то мальчишки, который пытается его арестовать, и заявляет, что с городом Мельхиуса случится что-то ужасное, если с ним что-то случится. Матиас вырубает его одним щелчком пальцев и приказывает Эке допросить глупого лорда. Матиас просит его немедленно вернуться в столицу, а сам собирается остаться, чтобы разобраться с другими проблемами. Он хочет узнать, как лорду стало известно о его внезапном нападении, и находит в камине обгоревшие остатки письма. Матиас читает его и узнает, что в нем говорится о том, что лорда арестовали и король послал кого-то за ним. Он изучает письмо с помощью заклинания и находит на нем слабые следы магии. Он уверен, что здесь замешан демон. Матеус думает, что демоны управляли лордом, чтобы тот делал то, что им нужно, а Лури спрашивает, не охотились ли они за магическими камнями. Матеус отвечает, что скорее всего они охотились за драконьей лозой в городе подземелье, которая была в разы больше, чем в столице. Если бы демоны смогли наложить нужное заклинание на эту драконью лозу, то это привело бы к катастрофе мирового масштаба. Все в ужасе от этих слов, и Аке говорит, что им нужно скорее вернуться в столицу. Но Лури останавливает его и просит всех быть начеку. Внезапно земля начинает трястись, и Матиас понимает, что это землетрясение, вызванное тем, что демоны играют с драконьей лозой. За городом появляется орда монстров, и Матиас с друзьями чувствуют их. Он понимает, что это должно быть то, о чем говорил лорд, когда предупреждал их не причинять ему вреда. Но сейчас это не важно. Матиас решает прогнать демонов от драконьей лозы, потому что до того, как город захватят монстры, осталось 2 часа, и он хочет разобраться с демонами до этого. Они спускаются в подземелье, добираются до драконьей лозы и не находят там никаких следов демонов. Матеус думает, что они спустились на более глубокий этаж и ищет ловушки. Затем он просит Айрис проломить стену в слабом месте, и она пробивает стену, и они добираются до драконьей лозы. Люри чувствует, что вокруг драконьей лозы витает демоническая энергия, и Матиас считает, что демоны давно планировали ею манипулировать, а сейчас они просто доделывают начатое. Он решает разделить их силы, чтобы восстановить драконью лозу и одновременно победить демонов. Матиас собирается спуститься на нижние этажи, чтобы сражаться, а 3 девушки должны остаться и исправить то, что демоны сделали с лозой. Люри паникует, потому что не уверена, что справится без его помощи, но Матиас доверяет ей, и ее друзья тоже поддерживают ее. Он накладывает магический круг связи на драконью лозу, а затем спускается на нижние этажи. Матиас сражается с монстрами на нижних этажах, постоянно поддерживая связь с Люри, которая может найти аномальный поток магии и устранить его. Матиас просит ее действовать медленно и осторожно, потому что одно неверное движение, и она может взорвать весь город. Уничтожив монстров перед собой, он понимает, что находится недалеко от логова демона. Матиас выходит на открытое пространство и видит демона, который использует магию, чтобы управлять драконьей лозой. Демон тоже замечает его и зовет к себе. Матиас сталкивается с демоном и замечает небольшие колебания в его магии, из чего делает вывод, что тот использует магию связи. Он подключается к каналу связи и обнаруживает, что демон разговаривал со своим хозяином, который говорил о нем гадости. Хозяин подозревает, что Матиас действует не один, и один из его коллег пытается восстановить драконью лозу. Он приказывает своему подчиненному быстро убить их обоих и предупреждает, что нужно быть осторожным в бою с ними. Матфейс считает, что главный демон очень умен и хорошо осведомлен, и с нетерпением ждет возможности сразиться с ним. Он тут же накладывает чары на свой меч и атакует демона, который блокирует удар взрывом. Матфейс отпрыгивает назад, чтобы увернуться, а демон насмехается над ним, говоря, что он был бесполезен до того, как появился взрывной барьер. Босс демонов также говорит ему, что нужно закончить бой как можно скорее, пока его противник не нашел способ прорваться через барьер. Матиас уверен, что взрывной барьер был создан специально для борьбы с ним, и демон, с которым он сейчас сражается, самый сильный из всех, кого он видел в этой жизни. Он связывается с Лури и говорит ей немедленно активировать магические круги под номерами 14 и 17. Демон насмехается над Матиасом, говоря, что он подготовился к его поражению. Матиас атакует его, но демон использует магический взрыв, прежде чем он успевает приблизиться. Он думает, что победил, но Матиас нападает на него сзади
сзади, и демон вовремя предупреждает его, чтобы отразить атаку. Демон утверждает, что один удар его атаки убьет любого человека, и Матиас отвечает, что он не сможет его ударить. Главный демон постоянно дает указания своим подчиненным, как сражаться с символом неудачи, и демон следует инструкциям, используя серию магических атак, чтобы не дать Матиасу приблизиться к нему или сбежать, но он защищается, используя барьер. Матиас снова связывается с Лури и говорит ей, чтобы она приготовила заклинания, которые он просил, потому что они могут ему понадобиться в любой момент. Демон, стоящий перед ним, начинает паниковать и спрашивает своего босса, что ему делать дальше. Хозяин говорит ему перейти ко второму этапу их плана и заманить Матиаса в ловушку. Матиас тоже этого ждал и бросается на демона, который стреляет в него магическими зарядами, пока улетает. Матиас просит Лури произнести заклинание номер 14, чтобы разрушить ловушки, расставленные демонами. Демон паникует и пытается связаться со своим боссом, но Лури произносит заклинание номер 17, и связь обрывается. Матиас насмехается над демоном, который все еще уверен, что его барьер спасет его. Матиас атакует его магией, и барьер легко отражает атаку, но Матиас продолжает стрелять магическими пулями. Демон смеется, уверенный в своей безопасности. Но Матиас пронзает барьер мечом. Он выяснил, сколько времени проходит между использованием способности барьера взрываться, и воспользовался этим шансом, чтобы сломать барьер. Демон улетает, называя его чудовищем, а затем его босс восстанавливает связь. Демон встревожен и говорит, что Матиас должно быть действительно реинкарнация Гая, но босс отказывается верить в это, утверждая, что если бы он был Гаем, то уже убил бы его. Матиас понимает, что если босс демонов знает его из прошлой жизни, то он должно быть очень стар и опасен. Хозяин приказывает демону использовать его последнее средство под названием несчастье. Он мгновенно усиливает себя магией и обрушивает шквал атак на Матиаса, который легко уклоняется от них. Затем он наносит более спокойные удары и сбивает демона с ног, прежде чем нанести смертельный удар мечом. Демон не успевает уклониться от воздушного удара и теряет руку, а затем Матиас обезглавливает его следующим ударом. Он сообщает Лури и остальным, что с демоном покончено, и они очень рады. Орда монстров, направлявшаяся к городу-крепости, исчезает, как только Лури восстанавливает драконью чешую, а Альма и Айрис защищают ее от всех приближающихся монстров. Теперь осталось только найти демона, который отдает приказы, и Матиас пытается выследить его. Внезапно демон начинает говорить с ним и заявляет, что Матиас не сможет его найти. Матиас понимает, что демон тоже подключился к его каналу связи с Лури, и удивляется. Он выясняет, что сигнал шел из пограничного города в нескольких милях отсюда, но это была лишь приманка. Матиас признает, что не знает, где прячется демон, но говорит, что они в конце концов встретятся в бою. Демон не собирается сражаться с ним и говорит, что Матиасу придется его найти. Похоже, он запечатан в огромном магическом камне в каком-то темном месте и внезапно обрывает связь. Матиас действительно впечатлен демоном и понимает, что победить его будет сложнее, чем всех, с кем он и его команда сражались до этого. Когда они остановились отдохнуть, он объяснил, что они собираются найти босса демонов. Тот скрывал свое присутствие с помощью устройства ретранслятора и приманки. Но на заклинании связи остался слабый след магии заклинателя. Матиас записал этот след в Магионе, и Альма удивилась, что он смог это сделать. Затем он рассказал, что есть древнее устройство, которое может считывать Магион и определять местоположение заклинателя по его магической подписи. Лури сказала, что никогда не слышала о таком устройстве, а Матиас ответил, что оно из древних времен. Лури и Альма были потрясены, услышав это, и спросили Матиаса, откуда он знает, что использовал его, и он замялся, прежде чем сказать, что вроде как наткнулся на него. Но он сам его создал в первую очередь. Он достал карту и сказал, что устройство находится в современном Альянсе Райния за границей королевства. Матиас решил, что будет проще всего пересечь границу с помощью короля, поэтому они решили вернуться в столицу. Они прибыли во второй кампус Академии и увидели, что он больше не цел. Это их смутило, но осмотревшись, они заметили, что второй кампус Академии полностью реконструируют. В этот момент к Матиасу подошел директор и спросил, что здесь происходит. Директор объяснил, что они перестраивают второй кампус Академии с нуля и планируют сделать его неприступной крепостью даже для демонов. Сейчас занятия проходят в первой академии, и студенты обеих академий помогают со строительством. После этого они идут во временный кабинет директора и сообщают ему, что в городе-тюрьме появился еще один демон, и он скрывает свое местоположение. Чтобы найти его, им нужно пересечь границу с Альянсом Родинии. Матиас узнает, что они союзники, и спрашивает, поможет ли король пересечь границу. Директор говорит, что передаст сообщение его величеству и попросит гильдию Альянса Родинии помочь, чтобы все прошло гладко. Группа предлагает помощь со строительством, пока они не получат разрешение пересечь границу,
и директор рад, что они согласились. Матиас просматривает чертежи и предлагает идеи, как сделать новое здание еще прочнее, а Лури учит других студентов правильно зачаровывать строительные материалы. Айрис пытается помочь, таская стальные балки, но она неуклюжая и больше вредит, чем помогает. Через несколько дней они получают письменное разрешение и рекомендацию от короля и отправляются в Альянс Родинии. Девушки очень взволнованы, потому что никогда раньше не покидали королевство и хотят посмотреть, что это за место. Благодаря рекомендации короля у них не возникает проблем с прохождением через контрольно-пропускные пункты, и они быстро добираются до места назначения. Конечно, это было не единственное препятствие на пути к устройству. Территория, где находится устройство, отмечена как запретная зона, потому что магическая сигнатура устройства настолько сильна, что может вызвать катастрофу, если халатно отнестись к этому вопросу. Согласно информации от директора гильдии, только авантюристы ранга А могут туда попасть, и Матиас решает, что они должны как можно скорее стать авантюристами ранга А. Девушки удивляются, почему они должны следовать правилам гильдии, если у них есть разрешение короля, но Матиас хочет подстраховаться. Однако, если на получение ранга А уйдет слишком много времени, он планирует заставить Айрис превратиться в дракона и пролететь над городом, вызвав панику, которая позволит им проникнуть в закрытую зону. Они приходят в гильдию Родинии, где их встречает глава отделения, который ждал их по поручению короля. Он слышал много хорошего о Матиасе и его команде, а также знает, что они планируют отправиться в закрытую зону. Глава отделения говорит, что обычно все авантюристы начинают с самого низкого ранга, но для них он сделает исключение и позволит сразу пройти тест на ранг А. Он объясняет, что все они должны пройти тест на ранг А, который представляет собой тренировочный бой с экзаменатором, прежде чем отправиться в закрытую зону. В этот момент входит Гилу, известный авантюрист ранга С из Родинии, и говорит, что будет экзаменатором на экзамене. Глава отделения говорит, что он не может быть экзаменатором, и Матиас знает причину. Он чувствует мощную магическую ауру Гилуиса, сравнимую с аурой демона. Но каким бы известным он ни был в своей стране, Матиас и его команда никогда не слышали об авантюристе ранга С. Глава отделения шепчет Матиасу, что Гилуис думает только о сражениях, но ему не нравится это заявление. Глава отделения утверждает, что он вызвал другого экзаменатора, но Гилюс говорит, что тот сбежал, потому что плохо себя чувствовал. Он настаивает на том, чтобы быть экзаменатором, а глава отделения слишком боится его, чтобы что-то предпринять. Матиас не против смены экзаменатора, но глава отделения говорит, что никто еще не проходил экзамен у Гилюса. Он всегда проваливал большинство людей, даже не сражаясь с ними, потому что считал их слишком слабыми и не хотел тратить на них время. Джилл Льюис заявляет, что он будет сражаться только с сильными людьми, и Матиас находит его интересным. Они идут на арену, где он проходит испытания Айрис, Альмы и Лури, даже не сражаясь с ними, но настаивает на дуэли с Матиасом. Он много слышал о нем и хочет сразиться с этим парнем, который стал известен как убийца демонов. Матиас понимает, что это был его план с самого начала, и принимает вызов. Они выходят на арену, и судья начинает объяснять им правила боя. Гилюс разминается, надеясь, что сегодня ему достанется сильный противник, а Матиаса также интересуют навыки авантюриста С-ранга. Снаружи его друзья немного волнуются за него, а глава отделения утверждает, что Гилюс – боевой гений, который никогда не проигрывал в дуэлях. Перед началом дуэли Гилюс заявляет, что не использует магию в бою, но Матиас может, если захочет. У Матиаса сложилось впечатление, что Юлу такой же заклинатель, как и он, судя по его магической ауре, и он спрашивает, не сдерживается ли он, не используя магию. Он отвечает, что не пытается его подавить, просто никогда не использует магию. Но когда Джилиус достает свой меч, он, кажется, усиливает свое тело с помощью заклинания. Матиас принимает боевую стойку и говорит, чтобы он атаковал, когда будет готов. Джилиус бросается на него с огромной скоростью, и Матиас усиливает свои физические способности, чтобы уклониться от его атаки. Он понимает, что Джилиус накладывает чары на свое тело и меч, но не знает об этом, потому что делает это неосознанно. Он продолжает атаковать Матиаса и даже умудряется отбросить его назад мощными ударами. Джо Льюис веселится, наблюдая за их поединком, и подсознательно накладывает больше усиливающих заклинаний на свой меч и тело, пока они обмениваются ударами. Матиас думает, что это впечатляющая способность, потому что большинство людей не могут использовать заклинания неосознанно, но Джилиус может делать это очень легко. Кажется, что они равны в искусстве фехтования, и все удивляются их напору. Но Джилиус понимает, что Матиас сдерживается, и Матиас не опровергает его догадки. Он злится и просит показать его настоящую силу, и Матиас усиливает натиск, используя магию. Он подпрыгивает и создает магическую опору для атаки на Джилиуса, чья магическая сила становится все сильнее по мере того, как он сражается. Матиас впечатлен тем, что он растет и совершенствуется в настоящем бою. Он догадывается, что у Джилиуса никогда раньше не было возможности сразиться с кем-то сильнее его, но теперь, когда он встретил кого-то намного выше своего уровня, его боевые инстинкты адаптируются и становятся сильнее.
сильнее. Джилиус бросается на Матиаса, а затем подпрыгивает высоко в воздух, и Матиас думает, что это глупо делать без использования магических заклинаний. Тем не менее, Гилуис использует ту же магию, что и раньше, и прыгает в воздух, используя магическую опору. Матиас не может поверить, что он смог повторить это, увидев всего один раз, и блокирует его следующую атаку. Джо Льюис думает, что эта атака была связана с предыдущей и что он победил своего противника, но когда он смеется, облако пыли рассеивается, и Матиас остается невредим. Он хвалит Гилуиса за последний ход, но говорит, что этого было недостаточно, чтобы победить его, потому что у него мало опыта в заклинаниях. Он бросается на него, использует магию усиления, чтобы одолеть его, и отбрасывает к стене арены. Матиас направляет на него меч, и Джулус признает свое поражение. Он смущен, потому что это был его первый проигрыш, но Матиас хвалит его, говоря, что его навыки невероятны. Джулус спрашивает, как он может стать таким же сильным, как Матиас, и тот дает ему книгу, которую написал о заклинаниях, чтобы помочь ему совершенствоваться и изучать боевую магию. Матиас считает, что у Джулуса есть талант превзойти даже его, но думает, что тот просто насмехается над ним. Матиас уверяет его, что он серьезен и что, изучив все в этой книге, он станет намного сильнее. Джулус пренебрежительно относится к магии, потому что думает, что все заклинания можно использовать только произнося их вслух, что делает заклинателя уязвимым. Однако Матиас говорит, что у бессловесной магии нет такого недостатка, и что Гилуис на самом деле использует ее, даже не осознавая этого. Он говорит ему, что если он начнет использовать эти заклинания осознанно, то станет еще сильнее. Гилуис решает улучшить свою боевую магию. Однако после прочтения первой страницы у него начинает болеть голова, и он спрашивает Матиаса, есть ли заклинание, которое может сделать его умнее. Позже Гилуис говорит Матиасу, что ему нужно стремиться к рангу S, потому что он самый сильный человек на континенте. Но Матиас отказывается от его предложения, говоря, что с рангом А он сможет попасть в Фию, которая находится в регионе Фиа. Услышав это название, Юлуис немного напрягается и говорит, что сейчас Фиа – странное место. Атмосфера там сильно изменилась, пропускные пункты стали строже, и многие группы искателей приключений пропали без вести. Джилл Льюис говорит Матиасу, что если у него возникнут проблемы, он может обратиться к ней за помощью. После этого группа покидает закрытый регион Фулкия и проходит через пропускной пункт, где охранники выдают им пропуска для доступа в эту зону. Они предупреждают, что пропуска действует только для главной дороги, и они не должны с нее сворачивать. Девушки думают, что пропускной пункт не такой строгий, как они слышали, но Матеус замечает магический код, вписанный в пропуска. Он расшифровывает сообщение на пропуске, в котором говорится, что они угроза, с которой нужно немедленно разобраться. Девушки шокированы, прочитав это, и задаются вопросом, что это значит, но Матиас говорит, что содержание сейчас не самое важное. Технология кодирования, использованная в прошлом, была такой же, как у демонов. Девушки ошеломлены, узнав об этом, но Матиас говорит им, что охранники точно были людьми, а тот, кто контактировал с демонами, должен быть кем-то выше по статусу. Группа подозревает, что весь регион Фолкия теперь контролируется демонами, и поэтому охранники считают любого подозрительного чужака угрозой. Конечно, вдалеке виднеется большая группа разбойников, которые поджидают их в засаде. Они понимают, что именно это имел в виду Гилу, когда говорил, что в Фолкском регионе пропадают люди. Айрис просит разрешения вырубить всех разбойников, но Матиас отказывается и говорит, что они просто усыпят их. Он не хочет поднимать шум, потому что это усложнит вход в город и дает Лури и Альме снотворное, чтобы они незаметно усыпили разбойников, пока он и Айрис отвлекают их. Он создает иллюзии Лури и Альмы, которые издалека выглядят достаточно убедительно, и план начинается. Матеус кричит, что на них напали, и разбойники понимают, что их обнаружили. Они больше не могут медлить и стреляют в них. Айрис отражает стрелы, но некоторые все же попадают в нее, и она приходит в ярость. Она уже готова броситься на разбойников, но Матиас сбивает ее с ног, потому что уверен, что кто-то погибнет, если она нападет на них. Воспользовавшись моментом, который создал Матиас, Лури и Ульма прокрались за спины разбойников, активировали магический предмет и выпустили снотворный газ. Разбойники уснули, и, увидев облако газа, Матиас и Айрис пошли проверить их. Они обнаружили, что Лури и Альма не успели убежать от газа и тоже крепко спят. Увидев, что они крепко спят, Айрис решает подшутить над Альмой и рисует на ее лице. Матеус находит спящую Лури очень милой, но все равно будет ее и предупреждает, чтобы она в следующий раз сначала изучила магические инструменты. Она нервно извиняется, а потом оборачивается и видит свою подругу с нарисованными усами. Луи смеется над ней, а Альма понимает, что это сделала Айрис, и ссорится с ней. После этого они отправляются в Фолк-Сити, который кажется полон мастерских, где постоянно дымят печи и варят что-то на пару. В городе царит жуткая атмосфера, и Луриан с Матиасом обнаруживают более 30 демонических магических сигнатур, разбросанных по всему городу. Матиас добавляет, что магические сигнатуры кажутся совсем маленькими, но это только потому, что демоны скрывают свое присутствие. Луриан спрашивает Матиаса, как в городе может быть столько демонов, ведь он говорил, что демоны не любят работать вместе. Он объясняет, что, вероятно, Фулкию заполонили полудемоны,
особый класс демонов, которые не могут использовать заклинания, но работают вместе. Он считает, что если городом управляют полудемоны, то ситуация сложнее, чем он ожидал. Охрана тоже серьезная, но поскольку они уже выяснили, что город наводнен полудемонами, он не видит необходимости входить через главный вход. Он говорит друзьям, что нашел кое-что интересное и ведет их к потайному ходу, который открывает, развеяв наложенную на него магию. Он считает, что этот ход использовали только демоны, и он приведет их прямо в центр города. Они входят в потайной ход, чтобы проникнуть в город, но сначала им нужно пройти через зловонную канализацию. В канализации темно, и когда они идут дальше, Матиас просит их остановиться, потому что его магия обнаружения что-то улавливает. Прямо за углом их поджидает демон, и группа не знает, как с ним справиться. Матиас говорит, что они пройдут мимо без проблем, и использует заклинание, которое позволяет проходить сквозь стены. Матиас проходит сквозь стену и, вынув руки из стены прямо за спиной у полудемона, использует заклинание, которое вводит его в ступор. Он зовет своих друзей вперед, потому что теперь там безопасно, и говорит, что этот человек был единственным дозорным. Он использовал заклинание, которое на время притупляет чувства, и теперь они могут уйти незамеченными. Айрис тоже хочет нарисовать что-нибудь на его лице, но Матиас ее останавливает. Они добираются до города и крадутся, чтобы их не заметили. Внутри города атмосфера еще хуже, чем снаружи, и Альма замечает, что даже Мелкию показался бы хорошим местом по сравнению с этим. Все горожане похожи на зомби. Они бесцельно ходят с пустыми взглядами, словно в трансе. Они даже не замечают Матиаса, стоящего посреди дороги. Матиас замечает, что их магические сигнатуры тоже странные, поэтому он останавливает одного человека и выясняет, что на него наложено какое-то заклинание. Он понимает, что это заклинание называется паралич мыслей, и оно такое же, как то, которое он использовал на дозорном. Его друзья уверены, что это дело рук демонов. Они видят длинную очередь перед фабрикой, где демон накладывает заклинание паралич мыслей на горожан, чтобы заставить их бездумно работать на фабрике. Матиас и его друзья тоже встают в очередь, и он накладывает на всех заклинания, чтобы они могли притвориться, что находятся под действием паралича, и пройти на фабрику для расследования. Он напоминает Айрис, чтобы она вела себя так, будто она под действием паралича, и она прислушивается к его совету и спотыкается на ходу. К ней подбегает один из демонов, и он думает, что она страдает от передозировки паралича. Он жалуется, что передозировка паралича у людей снижает их эффективность, но все равно пропускает их вперед. То, что они находят внутри, мягко говоря, тревожит. Люди работают на большой обогатительной фабрике, и используемая ими технология более продвинутая, чем в большинстве других мест. Альма спрашивает, какую руду они обогащают, и Матиас отвечает, что это магическая руда ранкейн, минерал, который можно использовать для изготовления взрывчатки. Одного города, наполненного взрывчаткой из чистого ранкейна, хватит, чтобы уничтожить целое королевство. Но Мэтью говорит, что на то, чтобы добыть столько чистого кристалла, уйдут десятилетия. Конечно, фабрика все еще слишком опасна, и они не могут оставить все как есть, поэтому они разрабатывают стратегию, чтобы ее уничтожить. Сначала он отмечает на карте местоположение всех 30 полудемонов и говорит, что они в основном сосредоточены в центре города. Он утверждает, что будет сложно изолировать полудемонов, чтобы победить их, потому что они предпочитают держаться вместе, чтобы поддерживать свое общее сознание, с помощью которого они могут общаться друг с другом и работать слаженно. Альма и Лури говорят, что если убить одного из полудемонов, остальные насторожатся и, возможно, придется убить их всех сразу. Но Матиас говорит, что это невозможно. Вместо этого он собирается воспользоваться их общим сознанием и командной работой, чтобы обернуть это против них. Матиас сразу же обнаруживает мощную магическую сигнатуру Айрис, предупреждая демонов и заставляя нескольких из них прийти и проверить угрозу. Их лидер приказывает им окружить место, где была замечена магическая сигнатура, но никто из них ничего не находит. Лидер приказывает им продолжать приближаться к месту и вызывает остальных полудемонов. Наконец, демоны находят Айрис, которая стоит одна, и когда они подходят к ней, один из них погибает от руки Матиаса. Когда его напарник оборачивается, он тоже присоединяется к нему в смерти. Демоны замечают, что двое из них убиты, и понимают, что их обнаружили. Они продолжают приближаться к месту, чтобы сразиться с незваными гостями, но их убивают взрывы, устроенные Матиасом, Альмой и Лури. Пока ничего не подозревающие демоны умирают, их лидер задается вопросом, что происходит. Несколькими минутами ранее Матиас объяснил свой план девочкам. Сначала он собирался сразу же раскрыть мощную магическую сигнатуру Айрис, чтобы насторожить всех полудемонов. Они бы попытались окружить ее, а Альма и Лури остались бы наготове рядом с Айрис и незаметно победили бы их. Айрис не нравилась роль приманки, но Матиас польстил ей, сказав, что только она может справиться с такой ролью. Сейчас все идет по плану, и Матиас уничтожает их одного за другим, а Айрис привлекает внимание полудемонов.
Она убегает и дразнит их, а когда они пытаются напасть на нее, их оружие ломается. У Айрис появляется шанс вступить в бой и убить одного из демонов, а его напарник решает сбежать, чтобы спасти свою жизнь, но тут из-под земли появляется Матиас и хватает его. Матиас говорит Айрис бежать дальше, потому что хочет, чтобы демоны-полудемоны подумали, что она в одиночку расправилась с их товарищами. На самом деле он заранее предупредил Лури и Альму о том, что демоны идут в их сторону, и они забросали их бомбами. Бомбы были недостаточно мощными, чтобы убить демонов, но они отлично прикрыли Матиаса, чтобы он смог закончить работу. Количество убитых демонов продолжает расти. Матиас знает, что поскольку они всегда на связи друг с другом из-за общего сознания, среди них легко распространить дезинформацию. Сейчас они точно думают, что в городе расставлены всевозможные смертельные ловушки. Матиас правильно догадался, потому что демоны перестали двигаться и сосредоточились на поиске ловушек. Матиас приказывает Лури и Альме скрыть свое присутствие, а также помогает им замаскировать свою магическую ауру, чтобы они выглядели как обычные горожане. Из-за этого демоны не могут обнаружить ни ловушек, ни врагов и снова начинают двигаться. Матиас и его команда пользуются этим шансом и убивают еще больше демонов, а лидер полудемонов наконец понимает, что они столкнулись не с обычным врагом. Он направляется к месту битвы, но уже слишком поздно, и команда Матиаса уже успешно уничтожила более 20 демонов. Лидер демонов подходит к упавшему разведчику и считывает с его тела 2 магические ауры. Кроме того, он понимает, что его убили не бомбами, а клинком. Он передает это сообщение остальным и говорит, что враги прячутся и охотятся на них. Демоны меняют тактику, и Матиас замечает, что они стали двигаться по-другому. Он говорит друзьям оставаться на месте, а сам бросается в бой с остальными полудемонами, которые собрались вместе. Их лидер говорит, что они больше не могут сражаться в одиночку. Он считает, что раз враг полагается на дешевые трюки, то не уверен в победе. Он решает, что они нападут на них всей силой и используют магические кристаллы Рейнкина, чтобы взорвать их. Демоны-разведчики сомневаются в этом, но их лидер отчаянно хочет победить захватчиков, даже если для этого придется взорвать половину города. Он говорит, что люди – расходный материал, и они могут получить сколько угодно таких людей позже. Один из демонов вызывается принести взрывчатку, но кто-то нападает на него сзади. Лидер демонов улыбается, думая, что враг, который их преследует, наконец-то показался. Но это был не Матиас, а Гелуас. Он насмехается над решением лидера демонов взорвать город и говорит, что его решение прийти в Фолкио было правильным. Матиас тоже замечает его магическую подпись и понимает, что Гелуас уже сражается с демонами. Лидер полудемонов достает мечи и нападает на него, отбрасывая назад. Он хочет отомстить за своих погибших товарищей, но Гелуас говорит, что они ничего не получат. Демоны окружают его со всех сторон, и Матиас видит, как он сражается с ними. Он решает помочь своему другу и убивает 2 демонов сзади. Остальные демоны нападают на него, но прежде чем он успевает с ними сразиться, он чувствует, что что-то приближается и уворачивается. Копье попадает прямо перед ним, и Матиас понимает, что Айрис была здесь. От удара копья демоны теряют равновесие, и Матиас расправляется с ними, прежде чем вернуться к Айрис, которая говорит, что ей надоело быть приманкой, и она решила присоединиться к битве. Она смеется и говорит, что бросила копье в Матиаса, думая, что он увернется. Тем временем Джилиу сражается с предводителем полудемонов, и они равны по силе. Однако его атаки не могут пробить защиту демона, который ранит его. Матиас спрашивает Джилиу, нужна ли ему помощь, но тот просит его не вмешиваться. Демон и Джилиу используют усиливающую магию и снова вступают в бой. Альма и Лури тоже приходят и видят, что силы равны. Матиас говорит, что Джилиу стал сильнее, прочитав его книгу, и теперь он может победить демона сам. Он отступает, но в конце концов ему удается ранить предводителя демонов с помощью заклинания «Реактивный удар», которое сильно истощает его тело. Разъяренный демон нападает на него и заставляет отступить, но Джилиу все равно не хочет, чтобы Матиас помогал ему. Он встает и использует 2 заклинания «Реактивный гром» и ранит демона. Матиас понимает, что Джилиу уже на пределе. Демон впечатлен его силой и упорством и говорит, что использует свое последнее заклинание, чтобы прикончить его, но Гилу тоже не собирается сдаваться. Они бросаются друг на друга, и Гилу остается стоять на ногах. Он издает победный клич, но потом падает из-за потери крови. Матиас хвалит его, говоря, что он победил с минимальным отрывом, и Лури начинает лечить его магией, пока горожане собираются вокруг них. Но тут глаза полудемона внезапно краснеют, он поднимается и бросается на Матиаса. Матиас блокирует его атаку и говорит, что он должен был умереть, но его магическая сила была сильнее, чем когда-либо. Из уст полудемона раздается тот же голос, который он слышал в подземелье Мелкие, когда тот командовал демоном. Голос угрожает прийти за Матиасом, когда он разрушит печать и полностью возродится. После этого
этого тело полудемона рассыпается. Матиас понимает, что демон использовал мощное заклинание, чтобы оживить полудемона, но его тело не выдержало. Он задается вопросом, кто же этот могущественный демон, но тут Гилу привлекает его внимание и просит поскорее его вылечить. Люди, которые были под действием заклинания паралича, приходят в себя и очень-очень растеряны. Матиас думает, что будет сложно справиться с этой ситуацией, но Гилу уже вылечили, и он решает взять все в свои руки. Как высокопоставленный искатель приключений, Гилу временно берет на себя управление Фолкией, пока все не придет в норму. Он спрашивает, есть ли здесь кто-нибудь из властей, и вперед выходит начальник фабрики. Гелиоас назначает его временным правителем Фокии, и Матиас с друзьями поражены тем, как он справляется с делами. После этого они расстаются с Гелиоасом, и Матиас с нетерпением ждет встречи, чтобы посмотреть, насколько он вырос. Они отправляются в запретную зону и, наконец, добираются до места, где находится устройство. Девушки с удивлением смотрят на остатки древней магической цивилизации, и Матиас с трудом сдерживается, чтобы не похвастаться, что это он создал ее. Когда они подходят ближе, Матиас чуть не проговаривается, что именно он создал это устройство и руины, в которых оно находится тысячи лет назад. Устройство находится под пирамидальной конструкцией, которую можно открыть только с помощью особого заклинания. Матиас открывает ее, и пирамида поднимается, открывая подземный проход, в который они должны войти. Девушки говорят, что прохода нет, но Матиас говорит им, что нужно прыгнуть вниз. Он прыгает первым, за ним следуют 3 девушки, и они видят, что древнее устройство все еще сохранилось в первозданном виде. Пока Матиас готовит его к активации, он просит остальных поискать в руинах ценные артефакты. Но с ужасом видит, что Лури нашел дурацкое оружие, которое он сделал просто для развлечения. Альма находит очень тяжелое копье, которое было одним из неудачных прототипов, и оно было опасно для пользователя. Айрис тоже нашел сохранившийся с древних времен креативный продукт, и он задается вопросом, можно ли с помощью магии сохранить его съедобным даже спустя тысячи лет. Как только Айрис открывает банку, комнату наполняет ужасная вонь, и это служит ответом. Вскоре устройство готово, и Матиас использует его, чтобы проанализировать часть завода в Фокиус-Сити, так как это может привести их к человеку, который передал технологию переработки демонам. Здание начинает трястись, пока работает устройство, и Матиас уверяет своих друзей, что это нормально. Вскоре анализ завершается, и на экране появляется список всех людей, которые контактировали с устройством. Матиас подтверждает свои подозрения, что демон, который стоял за инцидентом в Мелькии, был причастен к Фокии-2 и, вероятно, планировал уничтожить человечество. Затем он кладет камень с отпечатком демона на устройство, чтобы определить его местонахождение. Он включает устройство на полную мощность, и оно находит подсказки о демоне, но экраны становятся красными, что означает, что печать на демоне скоро будет снята. Альма и Лури думают, что Матиас достаточно силен, чтобы восстановить печать, но он не уверен. Он рассказывает, что демон, стоящий за всем этим, Зардиус, настолько могущественный, что маги времен Гая не смогли его уничтожить, и им пришлось запечатать его магией. Матиас думает, что даже если они используют магию бессмертия и будут тренироваться тысячи лет, они едва ли смогут победить Заргиса, но к тому времени человечество уже вымрет. Айрис говорит, что было бы здорово, если бы они нашли его сверхмощное оружие для борьбы с демоном, и у Матиаса появляется блестящая идея. Он заставляет устройство проанализировать одну из магических сигнатур оружия, чтобы определить местонахождение другого мощного меча, созданного Гаем. К счастью, меч пылится в королевской сокровищнице, и Матиас видит в этом шанс победить Зардиуса, который наконец-то освободился от печати. Матиас и его друзья спешат в столицу на драконе Айрис, и он дает Альме и Лури камень, который среагирует на магический меч. По пути они чувствуют мощную магическую ауру, указывающую на то, что Зардиус полностью сломал печать и следует за ними. Матиас говорит, что они соревнуются со временем, и если демон найдет их раньше, чем они доберутся до магического меча, человечество обречено. Он приказывает Лури и Альме искать магический меч в королевской сокровищнице, а сам пытается задержать Зардиуса. Он думает, что великий барьер, окружающий столицу, сможет сдержать более слабых демонов, но на Зардиуса он не подействует. Матиас и девушки желают друг другу удачи и летят к королевской сокровищнице. Только в полете они понимают, что им нужно пройти через барьер, окружающий столицу, но они не знают заклинаний, чтобы это сделать. К счастью, Матиас заранее зачаровал камень, и они без проблем проходят через барьер. Тем временем Матиас ждет Зардиуса вместе с Айрис. Он предполагает, что Зардиус путешествует через измерение, доступное только демонам, и скоро прибудет сюда со своей армией, а до тех пор ему нужно подготовиться к встрече с ним. Он зачаровывает свой меч и ждет, пока небо станет красным. Тем временем Лури и Альма бегут во дворец, чтобы силой проникнуть в сокровищницу, а потом извиниться перед королем.
Тем временем они замечают мощную магическую ауру Зардиуса, когда он появляется над столицей через портал, разрывающий пространство. Матиас атакует портал своим зачарованным мечом, чтобы закрыть его, но это бесполезно, и Зардиус все равно выходит из него. Все с нетерпением смотрят в небо, где Матиас просит Айрис выпустить мощный поток драконьего пламени, а затем отступить. Она выпускает поток драконьего пламени, но даже попав прямо в Зардиуса, не оставляет на нем ни царапины. Матиас не ожидал, что драконье пламя нанесет большой урон Зардиусу, но он и не думал, что оно будет совершенно бесполезным. Демон достает меч из другого измерения и заявляет, что это будет последняя битва человечества против него. Матиас нападает на него, но Зардиус атакует Айрис, и ему приходится использовать многослойные барьеры, чтобы защитить ее. Но атака легко пробивает все барьеры. Пока он отвлекается, Зардиус нападает на него, и Матиас едва успевает блокировать удар. Он понимает, что демон не только силен, но и быстрее и опытнее любого демона, с которым он когда-либо сталкивался. Но он верит в своих друзей, которые только что добрались до сокровищницы. Стража не пускает их без разрешения короля, поэтому они решают выломать дверь, но в этот момент туда заходит король. Услышав о демоне Зардиусе и о том, что Матиасу нужен волшебный меч, чтобы победить его, он приказывает открыть дверь. В небе над столицей Матиас не может справиться с быстрыми атаками Зардиуса. Он думает, что увернулся от всех атак демона, но одна из них поднимает его в воздух, и он начинает падать, а Айрис подбегает, чтобы его поддержать. Матиас понимает, что если его снова ударят, он точно погибнет, и чем дольше Лурия и Альма ищут меч, тем меньше у него шансов на победу. Зардиус говорит, что разочарован в Матиасе, которого считают сильнейшим в эту эпоху. Он готовится прикончить его, и Матиас понимает, что должен рискнуть жизнью, чтобы защитить человечество. Зардиус использует мощную магию, которая разделяется в небе и грозит разрушить город, но Матиас останавливает ее барьером. Пока он это делает, Зардиус подкрадывается к нему сзади и говорит, что знает, что Матиас готовится сразиться с ним внутри барьера, но это бесполезно. Матиас нападает на него, и Зардиус говорит, что пока барьер закрывает море, его приспешники не смогут туда попасть. Но он признается, что воскресил демонов, которых они убили в столице, и Матиас понимает, что город в опасности. В городе Лурия и Альма нашли волшебный меч, который нужен Матиасу, и спешат отдать его ему. Они бегут к Матиасу, чтобы отдать ему меч, но встречают того демона, которого они победили в столице. Демон нападает на них, но с тех пор, как они покинули столицу, их навыки значительно улучшились, и они легко побеждают демона. Но после этого появляется более сильный демон и требует отдать ему меч. Он угрожает им, приведя в качестве заложников двух одноклассников из академии, чтобы шантажировать девушек. Девушки подчиняются и опускают оружие. Тем временем Зардиус отвлекает Матиаса, атакуя барьер, и когда тот пытается его защитить, переключается на Айрис. Матиас защищает ее, но это дает Зардиусу возможность нанести удар. Он побеждает, и демон говорит ему, что нужно избавиться от бесполезных слабаков и показать свою истинную силу как сильнейшего человека. Но у Матиаса почти закончилась магическая энергия, и он думает, не использовать ли ему последнюю каплю, чтобы переродиться в новой эпохе, когда сила Зардиуса немного ослабнет. Тогда нынешняя цивилизация погибнет, но это будет самым разумным решением в борьбе с таким врагом, как Зардиус. Но он не может смириться с мыслью, что оставит своих друзей погибать вместе с нынешней цивилизацией. С новыми силами Матиас использует свою жизненную энергию, чтобы увеличить магическую силу и продержаться до тех пор, пока не получит меч. В это время демон внизу пытается забрать меч у Альмы и Лури, но тут на помощь приходит директор и несколько студентов из академии. Демон отвлекается на мгновение, и они забирают у него меч и освобождают заложников. Затем они снова объединяют усилия, чтобы ранить его. Остальные студенты используют магию, чтобы сдержать демона, а директор приказывает девушкам завершить миссию. Матиасу трудно атаковать Зардиуса, даже когда он использует свою жизненную энергию. Он приказывает Айрис отнести его к Зардиусу и приказывает ей использовать дыхание дракона, но она теряет силы в полете и падает на землю. А Матиас телепортируется, чтобы застать Зардиуса врасплох, но ему это не удается. Девочки догоняют их и, наконец, бросают меч в Матиаса. Но как только он поворачивается, чтобы его поймать, Зардиус пронзает его мечом в сердце, и Матиас погибает. Все в отчаянии. Но тут меч начинает светиться, и яркий свет поднимает его вверх. Свет рассеивается, и Матиас появляется перед Заргусом, благодаря его за то, что он помог ему активировать меч.
Для этого нужна была смерть владельца. После активации меч воскрешает владельца и наполняет его огромной магической энергией. Матиас излучает энергию и начинает сражаться с Заргусом, и на этот раз он одерживает верх. Он считает, что волшебный меч был вершиной его творения в прошлой жизни. Но его сила настолько велика, что он едва может ее контролировать. Он знает, что если не сможет управлять своей силой, то случайно может разрушить столицу, поэтому решает поскорее закончить бой. Зардиус говорит Матиасу, что даже с такой силой его физическое тело долго не продержится, но Матиас отвечает, что может просто оживить его с помощью магии и продолжать сражаться. Зардиус в отчаянии требует, чтобы Матиас назвал свое настоящее имя и сказал, почему он сильнее. Матиас заявляет, что он сильнейший из слабых и наносит смертельный удар Зардиусу, превращая его в пепел. Но перед смертью Зардиус предупреждает Матиаса, что он не единственный демон хаоса в мире. После этого придут демоны войны, и один из них наверняка уничтожит человечество. После этого он рассеется, и небо снова станет обычным. Матиас спускается вниз, и его встречают друзья. Лури очень рада видеть его в порядке, она бросается к нему, и они проводят романтический момент, прежде чем его рана открывается, и он начинает истекать кровью. Он перевязывает себя, встает и решает выпустить всю магию, которая была вложена в волшебный меч, потому что он мог использовать его только один раз. Он взмахивает мечом, но оставшейся в нем энергии хватает, чтобы пробить дыру в ближайшей горе. Наконец, угроза уничтожения мира миновала, и во всем мире воцарился мир. Полностью исчерпав свою магическую энергию, Матиас возвращается в Академию номер 2 как студент, пока его энергия не восстановится. Когда он собирается уходить, он слышит, как Лури и Альма спорят, стоит ли им его беспокоить. Айрис тоже присоединяется к ним, и прежде чем она успевает постучать в дверь, он открывает ее, и девушки падают на пол. После этого король хвалит их за спасение всего человечества и щедро награждает за их подвиги. Он разрешает Матиасу и его друзьям снова посетить королевскую сокровищницу, чтобы они могли выбрать все, что захотят. Однако единственное, что находит там Матиас, это адамантитовая стрела, которую он сделал в прошлой жизни. Он вспоминает, что сделал для нее мощный лук и хочет подарить его Альме, но узнает, что лук сильно заржавел, и дворец решает продать его как дешевый металлолом. Они идут в металлолом, надеясь, что там еще что-то осталось, но работники уже переплавили лук в металлическую болванку, потому что не смогли определить, из чего он сделан. Матеус разочарован, что их цивилизация не знает цену адамантита, но он решает купить все металлические блоки, надеясь потом извлечь из них чистый адамантит. Затем он замечает, что Айрис смотрит на кристалл аметиста и решает купить его. Лурия это замечает и хочет, чтобы Матиас купил что-нибудь и для нее. Она не может сказать это, но Альма говорит за нее, и Матиас краснеет, глядя на Лурию. Послушав ее совета, он покупает магический кристалл, чтобы потом сделать для Лурии что-нибудь. Он зовет ее вечером навстречу и краснеет, когда дарит ей подарок. Матиас просит ее закрыть глаза, и она думает, что он собирается ее поцеловать, но он просто надевает на нее созданный им кулон. Лурия очень рада подарку. После этого Матиас отправляется в очередное приключение со своей командой. Он слышал о демонах, которые захватили соседнюю империю, и ему снова предстоит выполнить их планы. Матиас вспоминает, что Зардиус говорил ему о демонах хаоса, которые бродят по миру.